В очередной раз Милана смотрела на экран телефона, перечитывая сообщение от Кати. «Приезжай на все лето. Мы так соскучились». «Здравствуйте. А перед началом я хочу попросить вас написать, откуда вы нас слушаете. Благодарю вас». Милана улыбнулась. 10 лет дружбы, несмотря на расстояние в сотни километров. Они познакомились еще в детском саду, и даже переезд Миланы в другой город не смог разрушить их связь. Сейчас, когда обеим исполнилось по 18, летние каникулы перед поступлением казались идеальным временем для встречи. Милана собирала чемодан, представляя, как они с Катей будут гулять до рассвета, делиться секретами и строить планы на будущее. Поезд прибыл на станцию ранним утром. Милана вышла на перрон, щурясь от яркого солнца, и сразу увидела Катю, которая бежала к ней, размахивая руками. «Миланка!» — Катя бросилась обниматься. «Как же я соскучилась!» Они крепко обнялись, и Милана почувствовала, как все переживания последних недель отступают. Здесь, с лучшей подругой, все будет хорошо. «Папа ждет в машине», — Катя потянула Милану за руку. «Он сам вызвался встретить тебя. Ты не представляешь, как мы все ждали твоего приезда». Милана помнила Катиного отца как высокого мужчину со строгим взглядом и редкой улыбкой. Они никогда особо не общались. Обычно она проводила время с Катей и ее мамой. Приблизившись к машине, Милана замерла. Облокотившись о капот, стоял мужчина, которого она едва узнала. 3 года назад Сергей Викторович был просто папой Кати. Серьезным, всегда занятым делами. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. Сейчас перед ней стоял подтянутый мужчина с легкой небрежной щетиной и морщинками у глаз, которые появлялись, когда он улыбался. И улыбался он сейчас именно ей. Милана, как выросла. Он шагнул вперед и легко обнял ее. Добро пожаловать. Что-то внутри дрогнуло. Тепло его рук, запах терпкого одеколона и какая-то новая неуловимая энергетика. Милана почувствовала, как краснеет. «Здравствуйте, Сергей Викторович», — пробормотала она, отводя взгляд. «Какой я тебе, Сергей Викторович?» Он рассмеялся. «Называй меня просто Сергей. Ты уже взрослая девушка». По дороге домой Катя безумолку болтала о летних планах, а Милана украдкой наблюдала в зеркало заднего вида за Сергеем. Его руки уверенно лежали на руле, а глаза иногда встречались с ее взглядом в отражении. Каждый раз ее бросало в жар. Дни полетели незаметно. Они с Катей купались в реке, ходили в кино, устраивали девичники с масками для лица и бесконечными разговорами. Но Милана ловила себя на мысли, что постоянно прислушивается к звуку входной двери. Не вернулся ли Сергей с работы? Вечерами они часто собирались все вместе на террасе. Катина мама, Елена, накрывала на стол, Катя помогала с ужином, а Милана оказывалась в компании Сергея. «Расскажи, куда планируешь поступать?» — спросил он однажды, когда они остались вдвоем. «В медицинский», — ответила Милана, стараясь говорить спокойно. «Хочу стать кардиологом». Серьезный выбор. Он смотрел на нее с искренним интересом. «Знаешь, я всегда мечтал, чтобы и Катя выбрала что-то подобное, но она у нас гуманитарий до мозга костей. А вы кем работаете?» — осмелилась спросить Милана. «Я инженер», — он улыбнулся. «Проектирую мосты. Представляешь, строю то, что соединяет людей». В этот момент что-то между ними изменилось. Мост. Он действительно строил мост к ее сердцу. Однажды утром Милана спустилась на кухню раньше обычного. Катя еще спала, а Елена уехала к родственникам на несколько дней.
Сергей сидел за столом, погруженный в чтение новостей на планшете. «Доброе утро», — тихо произнесла Милана. Он поднял глаза и улыбнулся. «Ранняя пташка. Кофе будешь?» Они сидели напротив друг друга, и Милана чувствовала, как учащается пульс. 3 недели в этом доме превратили ее внутренний мир в хаос. Она больше не могла отрицать очевидного. Она влюбилась. Влюбилась в человека, который был ей недоступен по всем мыслимым причинам. О чем задумалась? Голос Сергея вернул ее к реальности. О том, как странно устроена жизнь. Милана осмелилась посмотреть ему прямо в глаза. Иногда нам нравятся люди, которые не должны нам нравиться. Повисла пауза. Сергей медленно отставил чашку. «Милана», — начал он осторожно, — «прости». Она вскочила. «Забудь, что я сказала». Весь день Милана избегала его. Вечером, когда Катя ушла на свидание со своим парнем, Милана сидела в саду, глядя на звезды. Она не услышала шагов, пока Сергей не сел рядом. «Нам нужно поговорить», — сказал он тихо. «Не о чем говорить». Милана обхватила колени руками. «Я все испортила своими намеками. Это пройдет, правда». «Дело не в намеках. Сергей выглядел серьезным. «Дело в том, что я заметил твои взгляды и заметил свои собственные реакции». Сердце Миланы пропустило удар. «Ты умная, красивая, удивительная девушка», — продолжил он, — «в другой жизни, при других обстоятельствах. Но, Милана, я люблю свою семью, люблю Елену, и я никогда не предам их». Слезы подступили к глазам Миланы. «Я знаю, и я не хотела этого. Просто случилось. Иногда мы встречаем людей, с которыми чувствуем особую связь». Его голос был мягким. Но настоящая зрелость — это умение различать между мимолетными чувствами и настоящими ценностями. Милана кивнула, не в силах говорить. «Ты станешь прекрасным кардиологом». Сергей слегка улыбнулся. «Ты уже понимаешь, как работает сердце». На следующее утро Милана объявила, что ей нужно вернуться домой раньше. Появились неотложные дела перед поступлением. «Как? Уже?» — расстроилась Катя. «Ты же хотела остаться до конца месяца». «Прости, Кать, но мне правда нужно». Милана старалась не смотреть на Сергея. Елена настаивала, чтобы Милана осталась хотя бы еще на неделю, но та была непреклонна. Вечером, перед отъездом, когда все разошлись по комнатам, Милана тихо спустилась на кухню за стаканом воды. Сергей стоял у окна. «Ты поступаешь правильно», — сказал он, не оборачиваясь. «Знаю», — ответила Милана. «Просто иногда правильное — это самое сложное». Он повернулся к ней. «Ты найдешь свое счастье, Милана. Настоящее, не осколки чужого. А ты счастлив?» Она осмелилась задать вопрос, который мучил ее все эти дни. «Да», — ответил он после паузы. «По-своему, в своем выборе. Знаешь, мосты не только соединяют берега. Иногда они показывают, что берега разные, и это нормально». На вокзале Катя плакала, обнимая подругу. «Обещай, что приедешь в следующем году». «Обязательно», — Милана улыбнулась, чувствуя странное облегчение. Сергей стоял чуть в стороне. Когда пришло время прощаться, он просто пожал ей руку. «Удачи с поступлением. Ты справишься». В его глазах она прочитала все, что осталось несказанным. Понимание, сожаление и уважение. Садясь в поезд, Милана знала, что возвращается другим человеком. Это лето научило ее большему, чем она ожидала. Иногда любовь — это не страстное преследование своих желаний,
а мудрое отступление, когда понимаешь, что твои чувства могут разрушить чужое счастье. Катя продолжала писать ей каждый день. Через месяц Милана поступила в медицинский, а через полгода встретила юношу, с которым почувствовала то же волнение, что и рядом с Сергеем, но без горького привкуса запретного чувства. Она никогда не рассказывала Кате о том, что произошло тем летом. Некоторые истории лучше оставить ненаписанными. Но каждый раз, когда она получала сообщение от подруги с семейными фотографиями, где Сергей обнимал Елену, Милана улыбалась. Она сделала правильный выбор — не разрушать чужое счастье в погоне за своим. И когда через несколько лет Катя пригласила ее на свадьбу, Милана согласилась, не раздумывая. Она больше не боялась встречи с Сергеем. То лето осталось в прошлом, как урок, как история, как тот самый мост, который помог ей перейти во взрослую жизнь. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.